Здравствуйте, мои дорогие друзья! Очень рада приветствовать вас в моем очередном летнем, жарком, солнечном видео. Оно будет на лоне природы, но природы городской. Сегодня я с вами прогуляюсь по такому, можно сказать, городскому оазису. Это не парк, но это такое место, где есть где провести время с ребенком активно или же пассивно с книжкой в руках. Возможностей несколько, поэтому обязательно досмотрите видео до конца, вы получите море удовольствия и сможете немножко расслабиться, если у вас нет времени куда-то поехать. А также оглянитесь вокруг и такие места, возможно, найдете где-то поблизости тех мест, где вы обитаете. И это очень классная идея, когда можно прийти, немножко так расслабиться, оторваться, замедлить темп дыхания, замедлить бег и посмотреть вокруг себя и немножко отдохнуть. Итак, друзья мои, с удовольствием с вами сегодня прогуляюсь. И прежде всего хочу сказать, что такие места в Польше часто называются променада, то есть место для прогулки. И вот с той перспективы, которую вы видите сейчас, вам может показаться, что это парк. Но это не так. Это такой, как сказать, зеленый массив, который идет вдоль большого как сказать, спального района. И сюда вот, если мы пройдем дальше, здесь вы увидите также жилые постройки, но здесь вначале пока что их не видно. И здесь вы можете погулять с ребенком. Здесь построили множество детских площадок. Она здесь не одна. Я даже если бы начала считать, не знаю, сколько бы их было, наверное, штук 8, не меньше. Если бы это был какой-то такой городской сад, наверное, это бы все было более ухожено. Но здесь оно находится на таком, как сказать, среднем уровне и не заброшено, и не слишком ухожено. Но цветов хватает не во всех местах, но в тех, где детские площадки, где можно посидеть, и их нужно похвалить, что цветочки есть, и такая летняя парковая атмосфера все-таки присутствует. Покажу вам немножко ближе вот эту первую детскую площадку, на которую мы набрели. Она современная и довольно-таки большая. Как видите, она огорожена, и мамы сидят по кругу, чтобы видеть, чем занимаются их детки. А я присмотрела здесь вот такие лежаки, как на пляже. Подойду, сейчас посмотрю. Действительно, можно здесь прилечь немножко и даже позагорать. Ну, конечно же, нужно что-то постелить, но все-таки отдохнуть, как говорится, можно. Ну и вот здесь вид на детскую площадку. Довольно-таки даже уютно. Так как я проживаю почти за городом, в моих видео не часто случаются такие прогулки. Они характерны для тех людей, которые проживают в многоэтажных, многоквартирных домах. А так как я живу в частном секторе на окраине, или можно так сказать уже почти за городом, у меня в шаговой доступности лес, поле, даже маленькая речка и свой участок также. Поэтому я не часто прогуливаюсь по паркам и вот таким променадам, скверам, таким местам. Но у них тоже есть свои плюсы. Здесь есть лавочки, здесь есть клумбы, здесь есть такие уже декоративные растения, на которые тоже хочется посмотреть и в близости которых хочется также немножко отдохнуть. Здесь мы выходим с вами на главную артерию этой променады. То, что мы смотрели раньше, это было по бокам, а здесь вот этот главная аллея, и по бокам находятся места, где можно немножко уединиться. Что такое отдых? Это когда ты отвлекаешься, переключаешься на что-то другое, и поэтому тогда твой мозг, твое состояние отдыхает от того, к чему ты обычно привык, что тебя раздражает, что тебя напрягает, что тебя изматывает. Поэтому, если есть возможность вот прийти в такое место, где можно переключиться, это означает, что у вас наступил мини, но отдых.
И поэтому, чтобы чувствовать себя всегда с приплывом сил и таким бодрым, нужно находить такие места и такие моменты, когда ты можешь хотя бы на коротко, но это сделать. Поэтому, если вы будете следовать такому правилу, то никогда не загоните себя в какой-то, как сказать, в тупик, и тогда вам не понадобится помощи психологов и других специалистов. Нужно не допускать до такой возможности, просто нужно уметь себя переключить и посмотреть вокруг, и хотя бы немножечко, но отдохнуть. Вот один из спусков на такую уединенную территорию. Конечно же, здесь нужно бы было более уделять внимание этому всему. Но давайте сойдем вниз, и я немножко также отдохну. Здесь, видите, везде лавочки, везде мусорники. Вот. Там далее детские площадки очередные. А здесь место для взрослых, где можно посидеть уже без детей. Вот такая еще одна площадочка. Ну и вот здесь место, где можно посидеть. Цветы есть, все, но видите, оно не до конца так ухожено, как должно быть. Вот еще одни лавочки. И кто знает, что это за дерево. Такой красивый, можно сказать, цветок, не знаю, как это назвать, вот, но очень эффектно смотрится. Такие красные, как сказать, фонарики на дереве. Они еще так растут в вертикальном положении. Действительно выглядят как фонарики. Зимой это бы была как бы такая нарядная елка. Вот, посмотрите, сегодня жарища, есть такие колоночки с водой. Вот, можно набрать воду, попить или даже, я не знаю, ополоснуться в жаркий день. Вроде бы вода есть. Ну, давайте проверим. Течет, работает. Идем дальше. Мне очень нравятся эти лилии. Их так много, и нравится вот эта травка. Она тоже очень симпатично выглядит. Я жалею, что у меня в саду такой нету. А очень бы хотелось. Не знаю, согласится ли муж. Надо заинтересоваться этим вопросом. И вот эти клумбы с лилиями тоже придают очень такой приятный акцент. Я сегодня тоже не специально сюда приехала, у меня дела, и сейчас я спешу, но для того, чтобы вам заснять это место, и также для себя, чтобы немножко переключиться, я сюда зашла и, скажу вам, не жалею. Сегодня жарко, но вот здесь в тени деревьев очень классно. И иногда пролетает такой охлаждающий ветерок, так что я вам скажу, что благодаря вам я также пользуюсь благами, благами цивилизации, и также для меня очень много позитивного и такого хорошего случается в моей жизни. А вот и дома, о которых я вам говорила. Здесь есть дома, построенные и в 70-х, и в 80-х годах. Но это то, что я вам сейчас показала, это уже новостройки более современные. Вот даже, видите, туалеты есть здесь. Это тоже немаловажный факт и очень позитивный. Следующая площадочка, смотрите. Они не все такие одинаковые, все-таки чем-то отличаются. Вот какая классная вещь в жаркий день. Посмотрите, можно подойти и ополоснуться. Какая прелесть. В жаркий день это то, что надо. Я балдею.
Да, сейчас себя чувствуешь более так приятно. Вот еще мы проходим, здесь есть баскетбольное поле, довольно-таки хорошо оборудованное. Здесь находится, как сказать, амфитеатр. Может, это амфитеатр не назовешь, но вот такая площадка. И, видимо, здесь могут быть какие-то концерты, но я не вижу мест для того, чтобы сесть на бетоне или как, не знаю, лавочек нету. Для меня загадка, как люди здесь должны сидеть, приносить подстилки или как. Мне кажется, я не помню точно, но раньше здесь были лавочки. Но это было уже очень-очень давно. А мы идем с вами дальше и переходим через мост, который тоже на пути этой променады. Мы проходим над такой вот трассой. Хочу показать вам очень любопытное место. По-польски это называется Тężyn. Не знаю, как это называется на русском языке. Обязательно мне напишите, если у вас такие есть. Вот это такое сооружение из веточек, и оно служит как ингаляция, как такая, как бы сказать, ну да, ингаляция. Здесь в этом, как бы сказать, эти веточки поливаются специальным раствором, и ионы вы сидите здесь вокруг и вдыхаете эти ионы. И получается эффект, как будто бы вы были на море, да, вы дышите такой солью, такими ионами, очень полезными, вот, и нельзя подходить, нельзя этого трогать, нужно сидеть на расстоянии 1 метра, и вот если вы так посидите, вы действительно чувствуете такой другой воздух, такой запах, такую, и здесь можно приходить и вот, как сказать, принимать такие солевые ингаляции. Вот, видите, там внизу капает раствор. Видно, он сверху поливается. Вот. И в воздухе вот такая приятная и полезная атмосфера. Друзья мои, надеюсь, сегодня мне удалось немножко вас оторвать от грустных мыслей, от какой-то такой перегруженности, от таких житейских хлопот и переживаний хотя бы на несколько минут, пока шло это видео. Если так, обязательно поддержите меня пальчиком вверх, пишите свои комментарии, как вы отдыхаете, переключаетесь, как вы расслабляетесь в летнее время. А я уже встречаюсь с вами совсем скоро в новом ролике, не пропустите. Пока-пока!